Если вам нужно быстро приготовить торт, сначала смешиваю все жидкие ингредиенты. Добавила щепотку соли, перемешиваю. Достаточно перемешать, можно не взбивать. Добавляю растительное масло, четвертую часть стакана. Стакан у меня большой, 300 мл. Это растительное масло 5 столовых ложек. И кефир 250 мл. Стакан. Жидкие ингредиенты готовы. И теперь сухие. 200 граммов муки. Стакан. Просеиваю муку. Какао-порошок 3 столовые ложки. Сахар полстакана, 150 граммов. Добавлю еще ванилина и разрыхлителя 10 граммов. Перемешиваю. Теперь остается соединить сухие с жидкими. Половину сначала добавляю. Я подготовила форму. Она у меня размером 24 сантиметра диаметром. Застелила дно бумагой для выпечки. Ничем не смазывала. Тесто получается не густое, быстро растекается. Бумагу я подвернула. Отправляется в разогретую до 180 градусов духовку. Минут на 30-35. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Пока выпекается бисквит, готовлю крем. 2 яйца, треть стакана сахара. Можно взять побольше, если любите более сладкий. Можно взять 150 граммов, половину стакана. Ванильный сахар 8 граммов. Кукурузный крахмал 2 столовые ложки. И стакан молока 300 миллилитров. Крем поставила на плиту. И уже никуда от крема не ухожу. Постоянно помешиваю, чтобы он не пригорел. Как только начинает закипать, начинает моментально густеть. Надо дать ему кипнуть. Видите, как загустел сразу. И кипнул. Сразу выключаю нагрев. И снимаю крем с плиты. Такой красивый крем, желтенький получился. Густенький. Такая текстура, тягучая. И пока еще горячий, кладу сливочное масло. 180 граммов. Из холодильника, холодное. И жду, когда оно растает. И практически крем будет готов. Масса сливочная растаяла. Посмотрите, какая структура крема получилась. Сливочный такой, тягучий. Очень-очень вкусно пахнет. Накрыла пищевой пленочкой в контакт. Обязательно это делайте, чтобы не образовалась корочка. И отправляю в холодильник на то время, пока буду заниматься бисквитом. Бисквит готов. Выпекался он у меня 40 минут. Даю ему остыть до комнатной температуры. Бисквит полностью остыл. Сниму верхнюю
сахарную корочку. И теперь бисквит разрезаю на 2 равные части. Смотрите, какой мягенький, влажный получается бисквит. Очень красивый и очень-очень вкусный. Остается собрать тортик. Крем достала из холодильника. Если любите пропитанные коржи, пропитайте его сахарным сиропом. На 100 мл воды столовая ложка сахара. Прокипятите и покройте сиропом коржи. Я этого делать не буду, потому что они и так влажные коржи. И распределяю. И кладу второй корж. Почти весь крем у меня ушел в середину торта. Оставшимся кремом промазываю бока торта. Бока торта получились очень красивые. Смотрите. Растопила 50 граммов шоколада. Надрезаю маленький. Такое скромное украшение из сеточки шоколада у меня получилось. И тортик отправляется в холодильник на ночь. Торт постоял ночь в холодильнике. Мягенький. Смотрите, какая красота. Смотрите, какой мягкий. Без пропитки. Очень мягкий торт и без пропитки. Коржи супер мягкие. Просто сказать вкусно, это ничего не сказать. Изумительно вкусно. Этот волшебный крем, мой любимый крем, крем-пломбир. Это просто восторг.